Друзья, добрый день! Сегодня я хотел бы вам рассказать об очень интересных велосипедных туфлях от филиппинской компании Sanduga. На мой взгляд, они неплохо подойдут для трейла и велотуризма. Во всяком случае, их качество меня вполне впечатлило. Долгое время я катался вот в этих туфлях Nordwave, но они стали старенькие, появились дырки, туда залезают ветки, камни, и, в общем-то, я принял для себя решение обновить себе обувь. Естественно, полез на AliExpress, чтобы посмотреть, что там интересного. И совершенно случайно наткнулся на одни очень интересные туфли Sanduga Overcom. Вот они. Они мне внешне очень понравились, по крайней мере, хотя бы тем, что они совершенно не похожи на обычные велосипедные туфли. Кроме того, естественно, они контактные. Немного о фирме. Sanduga – это ведущая компания по производству сандалий и тапочек на Филиппинах со штаб-квартирой в Маниле. Она была основана заядлым альпинистом Джобом Фамильялага в 1994 году и началась как небольшое предприятие на заднем дворе, производящее сандали, специально разработанные для пеших туристов и путешественников. Обувь мгновенно стала хитом среди большинства туристов, что в сочетании с применением новых технологий и материалов позволило компании стать лидером рынка у себя на родине. В дальнейшем Sanduga расширила свой ассортиментный ряд и стала производить туфли, сумки, рюкзаки и множество аксессуаров для активного образа жизни. Кому интересно, я оставлю ссылки на их соцсети под видео. Важный момент. Если вы будете искать информацию об этих туфлях на каких-то официальных сайтах, то, к сожалению, вы ее не найдете, потому что этой информации по сути нет. Я очень долго рылся в интернете, встретил эти туфли на eBay, еще на каких-то интернет-магазинах, но на официальном сайте ни слова о них нету. Это новинка, они только появились. Теперь давайте пройдемся по материалам ботинка. Так, верх ботинка – это цельная бесшовная конструкция, сделанная из сетчатого нейлона с нанесенным на него методом термосварки термопластичным полиуретаном, сокращенно ТПУ, благодаря чему туфли получаются более легкими и долговечными. Также здесь присутствуют вставки из ТПУ на носочной части и на пяточной части. Это очень важно для того, чтобы вы, первое, не отбивали себе носок, а второе, чтобы пятка не деформировалась и хорошо поддерживала стопу. Ботинок имеет встроенный носок-снокер, который устраняет натирание и придает ноге больше комфорта, а еще защищает область голени от попадания внутрь камней и веток. Кстати сказать, вот этот вот сам носок, он проходит по всей поверхности ботинка и практически он входит в подошву. Спереди имеется шнуровка. Здесь шнурок, как и заявляет производитель, он тонкий, не впитывает влагу, хорошо скользит и очень прочный. Здесь имеется такая вот быстрая система шнуровки. И на конце крючочек, чтобы ваши шнурки не болтались и ничего не задевали. Вот. Еще на манжете, на этом вот носочке, спереди и сзади есть вот такие вот петельки, которые будут очень удобны при надевании ботинок. К тому же на них нанесена светоотражающая полоса сзади и спереди. Подошва выполнена из натуральной резины разной жесткости, более жесткой в области соприкосновения с педалью и более мягкой по всей остальной поверхности. У подошвы рельефный, но не глубокий протектор для хорошего сцепления с поверхностью. По идее, такой разреженный рисунок шипов должен хорошо самоочищаться от грязи и не позволять застревать в себе мелким камням и палкам. Мне этот протектор очень нравится, потому что в предыдущих моих ботинках между шипами было такое расстояние, куда могли попадать камушки, и потом ты как бы идешь и ими цокаешь. Здесь такого быть не должно. Площадка для крепления контактов отлита из цельного куска нейлона. Мы знаем, что нейлон – это самый износостойкий материал. И что хорошо, здесь четырехболтовое крепление, которое имеет степень подвижности где-то около 1 сантиметра, что позволит вам более точно настроить
крепления контактов на ботинке по отношению к оси педали. О самих ботинках. Европейский размерный ряд у них начинается с 40 и заканчивается 46,5 размером. Это соответствует длине стопы 267 мм по 310 мм. Я ношу 45 размер обуви, моя стопа 295 мм, в себе я покупал 45,5 размер, и они мне пришлись в пору. То есть, по сути, эти туфли не маломерят, у них достаточно хорошая ширина, то есть они мне не узкие. В длину они мне хорошо, причем имеется еще такой небольшой запас, где-то в 1 сантиметр. То есть, если их надевать вместе с носком, то их ношение становится вполне себе комфортным. Специально я одевал их у нас в студии, носил весь день. Мне было комфортно. То есть они меня не жали, нога у меня в них не потела, мне было в них вполне комфортно. Единственное, что я их еще не испытывал на самом велосипеде. Вес пары для моего 45 размера 956 грамм. И цена этих ботинок $60. Это примерно около 4500. Я их покупал чуть дешевле, ну потому что были купоны, и я их покупал во время скидки. Рейтинг товара у этих ботинок где-то примерно около 4,6 на тот момент, когда я их покупал, из 5 баллов, по отзывам 60 покупателей. Вообще, если говорить о магазине Сандуга, то он один. Товаров у них где-то около 5-6 ботинок контактных, и, по-моему, одни сланцы появлялись. В целом, я посмотрел отзывы по всем ботинкам, примерно одинаковые. То есть рейтинг где-то около 4,5-5 звезд, что очень неплохо для совершенно нового товара и совершенно нового магазина, который мы никогда не видели и не слышали. Ну а теперь, я думаю, надо перейти к полевым испытаниям и посмотрим, как они себя покажут в реальном бою на велосипеде. Поехали! Друзья, вот и прошел целый месяц испытаний. За это время я съездил в туфлях по каменистым трейлам, по грунтам, по асфальту. Был в велопоходе с ребенком в детском кресле, где мой нагруженный велосипед весил больше 40 килограмм. То есть я использовал велотуфли в хвост и в гриву. И теперь хочу поделиться с вами своими впечатлениями от их использования. Специально не стал их мыть, чтобы вы посмотрели, как они выглядят после моей последней покатушки. Итак, все по порядку. Езда в этих ботинках казалась очень комфортной. Это замечаешь уже с первых минут. Реально они ощущаются на ноге как тапочки. Нога не затекает, ничего не натирает. Поначалу немного напрягает трение передней части манжеты о ногу, но это ощущение проходит уже спустя 1 день. Но если вдруг кому-то будет дискомфортно, то всегда можно надеть более высокие носки. У подошвы хороший грунтозацеп при подъеме по сыпучему грунту. Как я и предполагал, камушки в нем не задерживаются. Хорошо себя показали и шнурки, они ни разу не ослабли. Очень порадовало хождение в туфлях. Реально оно настолько комфортное, что ничем не отличается от обычных кроссовок. Я специально целый день ходил по городу, и это не вызвало у меня абсолютно никакого дискомфорта. Сразу оговорюсь, что это было при температуре плюс 25. Шипы контактов посажены достаточно глубоко, чтобы ходить по асфальту и не цокать ими. При этом это никак не мешает комфортному встегиванию и выстегиванию. Я бы порекомендовал использовать эти ботинки до плюс 30, выше уже будет просто реально жарко, так как они первое черное, а второе, по сути, ты едешь в двух носках. Для соревнований они точно не подойдут, так как у них недостаточно жесткости подошвы, и
фиксации стопы, чтобы эффективно передавать энергию педалирования от ног к педалям. А вот для туризма, трейла, покатушек они подходят прямо в самый раз. Из минусов хочу отметить следующее. Положение шипов здесь хорошо настраивается, но вот лично для меня хотелось сместить шипы немного вперед на 5 миллиметров, но уже было некуда. Возможно, это из-за особенностей большого размера моей ноги, ну, соответственно, и туфель. Ну а если вы захотите вылезти из палатки посередине ночи и добежать до кустиков, то быстро запрыгнуть в ботинки у вас точно не получится, так как манжета не даст это сделать. И вам в прямом смысле слова придется их натягивать. Знаете, что я понял? Сейчас мы ехали по песчаной дороге по сосновому лесу, а песочек такой прямо тонкий-тонкий-тонкий, мелкий-мелкий, белый. Вот он под ногами. Я понял одну вещь, что у этих ботинок очень-очень мелкая нейлоновая сетка, и через нее не попадает песок. А это большой плюс. Теперь по уходу за обувью. Туфли легко моются. Грязи здесь попросту некуда забиваться. А вот манжету и особенно область шнурков придется пылесосить достаточно часто, потому что там забивается очень много пыли. При этом манжета оставляет чистым сам носок на ноге. Теперь давайте подытожим мои впечатления от этой обуви. За адекватную цену вы получаете очень хорошие ботинки, сделанные по всем передовым технологиям. Они достаточно легкие, хорошо защищают ногу от пыли и мусора, ну, если вы готовы мириться с не самым быстрым обуванием. Лично мне эти туфли очень понравились, я с удовольствием буду в них кататься и рекомендовать их для покупки. На этом, пожалуй, и все. И если вам было интересно, то подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск, и оставайтесь с нами. Всего вам хорошего, путешествуйте налегке и с комфортом.